Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами подкаст «Просто о сложном» и я Вадим. Без долгих таких каких-то там представлений мы начинаем. Но перед тем, как мы перейдем к основной теме подкаста, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, поставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. Запомните, в этом подкасте говорят только правду, только просто об очень сложных вещах. Сегодня мы коснемся темы, которая постоянно возникает в головах наших слушателей, вообще у многих людей, не только у наших слушателей. Это тема, что у нас идет полная цифровизация, то есть все в цифре, и где-то это надо хранить. Чем мы пользовались всегда и чем пользуются многие люди? Это iCloud от Apple, это Samsung Cloud, это Dropbox, это Google Drive и многое-многое другое, что у нас есть. А что такое вообще облако? Это вы отсылаете свои фотографии, документы, что бы там ни было, куда-то, как я выражаюсь, дяде. А вы уверены, что этот дядя ваши эти файлы не прочтет? А может там фотографии, как вы резвились где-то, с кем-то и почему-то? А может быть там какие-то документы? А вы уверены, что в этом клауде, кроме того, что они будут сохранны, они вообще будут именно конфиденциальны? Вот я лично нет. Для меня вот эти все рассуждения о приватности и так далее уже давным-давно закончились. Я понимаю, никакой приватности в интернете нет. Мне лично скрывать нечего. Но все равно некоторые вещи я хотел бы хранить только для себя, для своих семьи, для друзей, которые меня окружают. Что же делать? Раньше, будем так говорить, как и все, мы копили эти жесткие диски, флешки и так далее. Я не говорю о надежности. На сервере тоже стоят эти же жесткие диски. Но он, еще раз повторюсь, стоит где-то. И поэтому в какой-то момент, порядка 2 лет назад, а может даже и больше, я пришел к мнению, а зачем мне все эти Dropbox плюс, Google Drive плюс, что-то еще там. Я не говорю о том, что вы должны платить за это деньги. Да, тут речь даже не об этом. Хотя об этом и тоже. Почему бы мне не заиметь этот сервер дома? И несмотря на то, что я очень продвинут в компьютерах, как вы понимаете, меня постоянно я буду уезжать в командировках, а кто будет смотреть за этим сервером? Там же и начинается, сразу представляется черный экран, ты сидишь там, вбиваешь какой-то код где-то, все это так сложно, все эти мигающие лампочки и так далее. И многие так думают, что сделать это облачное хранилище свое или свое хранилище дома это сложно, во-первых. Во-вторых, они думают, офигительно дорого. Поставить дома этот шкаф серверный, он будет гудеть еще, электричество будет занимать. Ну, в общем, все откидывают эту историю, никому это не нужно и продолжают хранить свои файлы. Некоторые страны на данный момент убедились, что iCloud выключается щелчком пальцев, и вы не имеете доступа ни к своим фотографиям, ни к чему. Вы читайте повнимательнее, когда вы подписываете электронно документ, что вы совсем соглашаетесь. Там не сказано, что они обязуются или что-то еще. Многие эти iCloud, они просто бесплатные, а бесплатный сыр бывает в мышеловке. И то для второй мыши только, как говорят. На данный момент все эти данные, которые, кстати, уходят в iCloud, используются для того, чтобы обучать искусственный интеллект. И многие компании потом оказывается, как Facebook или кто-то еще, ой, данные утекли. Да ничего не утекли, они их продают.
продают для того, чтобы или используют для того, чтобы использовать в обучении искусственного интеллекта. А где его еще? Где ему еще обучаться? Но вот тут я стал идти более глубже и стал изучать, что же можно сделать все же, чтобы это было более просто. И оказалось, можно. И на сегодняшний момент я представляю к вашему вниманию QNAP. У меня именно QNAP. Есть других компаний, тоже выпускают дисковые такие накопители. Это, можно сказать, сервером тоже, да. Которые очень надежные. Очень-очень. Вообще, электричество берут как пару лампочек максимум. Шумно? Так вообще не шумно. Я его не слышу. Я его вообще не слышу, честно сказать. По надежности судите сами. В середине у вас находится... Далее, у него даже пыль тут появилась. Настолько я про него забыл, бедолага. У него находится 4 отсека. Видите, 4 отсека. Что это за отсеки? Там быстрая установка или удаление жестких дисков. То есть вы берете вот так вот, открываете. И сейчас я покажу как. Оп. И вытаскиваете жесткий диск. Вот он. Жесткий диск. На данный момент небольшой. На 8 терабайт он там находится. Снова я его ставлю. И снова закрываю. Здесь можно поставить до 40 терабайтов жесткие диски. Сама коробочка стоит относительно недорого. Я вам скажу. С этим справится любая средняя семья. А уже какие жесткие диски будут стоять, такие, или там есть адаптеры под SSD-шки, это уже на ваше усмотрение. Ко всему прочему, что еще там есть? С обратной стороны мы видим большущий вентилятор, который, ну, мне кажется, крайне редко включается. Я вообще не слышал. Есть для того, чтобы этот дисковый накопитель включить в сеть. Есть дополнительных 2 USB для того, чтобы, если вам не хватает 4, еще жесткие диски на него навесить. Есть еще одно подключение для того, чтобы сделать из 2, 3, 4, сколько вам угодно, вот таких вот накопителей целый, так сказать, сеть, которая будет у вас находиться дома. Ну и, конечно же, для включения адаптера питания. Замена и установка жестких дисков, тут справится даже ребенок. Теперь давайте перейдем к тому, как этот жесткий диск и вообще как вот этот вот QNAP выглядит именно в интерфейсе. И я вас уверяю, убежу, что нечего бояться. Надо идти, пробовать, покупать. И не пробовать, а просто. То есть перед установкой это вы посмотрите много видео по установке этого QNAP или чего-нибудь. И у них есть сайт. Там не просто, там очень просто. Вы его подключаете в сеть, ну 220 и в сеть через кабель. И включаете кнопкой питания. Вот здесь. Здесь еще кнопка переноса. Если вы сюда включите еще жесткий диск и нажмете, он будет автоматически еще и бэкап делать. Включаете. Через какое-то время я вам покажу программу немножко позже в интерфейсе. Она определяет ваш QNAP-чик, и вы начинаете его степ-то-степ регулировать. То есть ставите просто свой пароль, что-то на вход, и все. Там настолько просто, я вам скажу, настройка андроида порой телефона сложнее, чем настройка этого QNAP. Потом уже, я сейчас уже понял, я 2 года пользуюсь, у меня 8 терабайт, до сих пор мне их хватает именно дома. Но я все равно хочу установить еще 3 диска, они сейчас пустуют. Для чего? 8 терабайт работает. Рядом стоит 8 терабайт. Если у вас совсем паника, вы можете говорить, чтобы с одного диска на другой постоянно был бэкап.
Я хочу установить их всех 4, чтобы у меня было около 40 терабайт домашнего пространства. Не знаю, для чего это нам нужно, но может быть и пригодится. Ко всему прочему, у меня к нему подключены все сейчас устройства. Я вам позже расскажу и покажу веб-интерфейс, как я могу туда что-то сбрасывать, качать или делать, и потом это выводить на большущий экран без всяких проводов. Давайте, я надеюсь, вот здесь вот на этом этапе вам понятно, что это не очень сложная вещь. А мы перейдем сейчас за компьютер и посмотрим, насколько просто это все выглядит. Мы продолжаем. Сейчас я вам покажу, как устроен вот этот вот интерфейс вот этого нашего домашнего сервера со стороны специальных программ, предоставленные бесплатно от QNAP, и также как это можно настроить прямо на самом компьютере, даже без этой специальной программы. Ну, я рекомендую все же ее устанавливать. Итак, начнем. Основная программа для того, чтобы пользоваться QNAP, называется QNAP Q100 Pro. Она есть как под Windows, а также она есть под macOS. Вот мы ее открываем. Если мы находимся в одной и той же сети вместе с нашим этим сервером, то она сразу же его находит. Вот видите, он есть. Что тут? Есть вот куча настроек, но это нас сейчас не интересует. И тут могут выдаваться куча вот таких вот наших серверов, если у нас он не один. А самое главное, что это очень простой способ отсюда перейти прямо в настройки и посмотреть, как выглядит наш QNAP со стороны веб-интерфейса. Дважды кликаем. Видите, через какое-то время мы оказываемся в веб-интерфейсе нашего QNAP. Естественно, запуск не такой моментальный. Еще раз повторюсь, это вам не игровой компьютер, это даже не компьютер для какого-то мультимедиа. Тут не надо ожидать очень больших мощностей. Сейчас я скажу, что там стоит у него на борту, будем говорить. Вот я нажал на контроль панель, и мы видим, что ЦПУ у нас ARM Cortex A15, 1,7 ГГц и memory всего лишь 1000 мегабайт, то есть очень маленький RAM. Но не сравнивайте это с теми компьютерами, которые у вас стоят на столе. Тут такой мощности не нужно. Здесь нужно нормальный доступ к вашим дискам, что мы и имеем. И это меня очень радует, потому что не надо сюда впихивать большую мощность, потом ее охлаждать. Это просто бесполезно. Как я и говорил, я прям даже забыл про этот QNAP, потому что он работал постоянно и работает постоянно очень хорошо. Тут же мы увидим не все эти программы, потом их можно будет установить, потому что есть свой App-центр, application. И забегая вперед по вашему вопросу, я скажу, что настройка, когда вы первый раз будете подключаться, она настолько простая, что, мне кажется, даже проще, чем настраивать любой Android телефон, не говоря уже об телефонах компании Apple. Вы когда сюда войдете, вам просто надо будет вбить ваш пароль, там что-то еще такое, и он автоматически все настроит. После этого вы откроете App Store и увидите кучу программ. Сразу же говорю вам, что эти программы я не видел, еще не встречал, во всяком случае, здесь каких-то платных программ. Здесь основные программы, которые у вас есть. Также тут можно смотреть за тем, как обновляется у вас QNAP. У меня установлен File Station. Сейчас вот откроем его. Что это такое? Это такой же File Station, как и на простом компьютере. То есть вы увидите сейчас здесь, что увидите все мои подкасты, которые я выпускаю. Они здесь вот собраны. Допустим, я хочу
иметь их везде и везде, если надо проиграть. Или дать кому-то доступ, и этот человек сможет проиграть. Доступ дается очень просто к папке. То есть вот папка, нажимаем правой мышкой, и мы видим share. Via email, via social network, create share link only. Вот называем, допустим, очень популярно create share link only. Я делаю share link. Смотрите. Он мне делает сейчас, вот смотрите, social network. Я могу отправить, я могу еще. Когда я буду отправлять create now, нажму, смотрите, что произойдет. Вот я получил линки, и это я могу линк запустить и дать доступ к этой папке с любого места мира, будем так говорить, копии, и отправить ее. А вот это вот я, ну, по местной сети, будем так говорить. Сейчас закрою, никому share сейчас давать не буду. Но это, согласитесь, очень-очень удобно. Вы можете делать какие-то проекты совместно, вы можете дать кому-то доступ. Более вам скажу, что иногда приходилось мне при моей основной работе сбрасывать на QNAP какие-то большие массивы данных и потом давать доступ людям, чтобы они оттуда их забрали. То есть это было очень-очень удобно. Также я могу тут хранить, естественно, мои папки. Вот есть, я сделал папку свою. Тут какие-то мои вещи, мои документы и так далее. И тоже теперь, когда я эти документы имею тут, мне не надо эти документы, к примеру, мои, которые у меня есть, если кто-то хочет отправить, копировать их заново. Я даю линк на эту папку, и люди забирают оттуда все мои документы. Во-первых, это я знаю, что они будут только у меня, и только я буду распоряжаться ими. А когда я это имею на Dropbox, на Google Drive или еще где-то, я не уверен, что это только я их вижу. Также можно увидеть здесь папку музыки. Это я храню здесь всю купленную мною музыку. И она здесь как бы в бэкапе находится. Слушаю, как вы знаете, я через мой плеер. Но я могу и отсюда тоже запускать на телевизоре, который подключен к высококачественной аудиосистеме, и прослушивать музыку. Также вот у меня есть здесь такие же папки прекрасных фотографий, сделанных на свадьбе, на моей свадьбе. И я могу эти фотографии показывать людям, не только здесь, где бы я ни находился. Мне их не надо хранить на моем телефоне или где-нибудь на флешке. Они находятся здесь в полном порядке. И даже когда мне надо будет, например, напечатать какие-то эти фотографии, это тоже будет достаточно легко. Вот это вот таким образом сюда забрасывается. Сколько жестких дисков вы имеете, таким образом вы будете распоряжаться вот, всем своим пространством. Больше, естественно, пространства, больше вы сможете хранить, больше у вас будет семейный архив музыки, фильмов любимых и фотографий. Это очень удобно. Здесь есть также, конечно, Plex Media можно скачать. Устанавливаю программы мультимедиа консоль и QMedia. Почему? Потому что точно такие же программы устанавливаются на телефон. И потом с телефона я могу спокойно смотреть все фотографии. Это и Android, это и под Apple. И где бы я ни находился, могу посмотреть все, что у меня здесь находится. Очень интересная вещь, это Download Station. Download Station, чтобы вы поняли, это примерно такая же вещь, как у нас торренты или что-нибудь для скачивания откуда-то каких-то файлов. Не буду говорить откуда, это мы не рекламируем такое, но во всяком случае откуда-то что-то скачать вы можете воспользоваться здесь Download Station. И вот почему это более удобнее, чем пользоваться компьютером. Я понял. Вы открываете Download Station, вы открываете ссылку на браузере, где вы хотите что-то куда-то скачать. Вы берете линк на скачивание, сбрасываете его сюда и даете задание вашему QNAP, и QNAP продолжает скачивание. Вы можете закрыть все свои компьютеры, он закончит скачивание, и это будет все. И не надо будет нагружать ваши основные компьютеры. Вы можете на ночь оставлять такую вот скачку, закрывать компьютер и уходить. При этом ваш QNAP
ни в коем случае не будет взвывать, как какой-то зверь, хоть там большой вентилятор. Он работает достаточно тихо, я про него порой забываю. Иногда, конечно, когда работает диск, так как этот диск ну, поколения не SSD, то есть слышишь там треск и немножко вот такое вот, как бы, вы понимаете, что там диск в это время работает. Обновляются, допустим, программы или что-то там происходит. Но вот когда мы с супругой смотрим оттуда фильмы или что-то еще, выводя изображение на экран, на экран мы выводим изображение следующим образом. Мы соединили наш NVIDIA Shield, который я вам показывал в прошлом выпуске. Если не видели, посмотрите снова. И он берет все мультимедиа с этого нашего NASA. Очень удобно. Никаких проводов. Я, если хочу что-нибудь скачать или что-то перекинуть, я со своего компьютера перекидываю прямо туда. И потом автоматически это можно посмотреть на телевизоре или еще где-то. Это очень-очень удобно. Media Station я также установил. Media Station установлен для того, чтобы точно такой же Media Station устанавливается на телефоне. И, о-ля-ля, вы имеете музыкальную коллекцию, которую вы берете прямо с вашего сервера на ваш, допустим, телефон или плеер. Если вы слушаете на телефон, вам это достаточно. Это тоже удобно, не надо всю эту коллекцию с собой таскать, если у вас есть хороший интернет. Все мы пользуемся всякими сервисами для прослушивания музыки облачными. В этом случае это будет ваше облако, за которое вы не будете платить, и вы будете слушать то, что вы хотите. Это как настроить или, так сказать, обслуживать ваш маленький сервер или NAS, используя его личный интерфейс. Здесь есть утилиты. Утилиты можно устанавливать, видите, на мобильное и на сам компьютер тоже. Можно также переходить еще на веб-сайт, где вы зарегистрированы. Ну, это все достаточно просто, и вы можете это все посмотреть. Это достаточно очень хорошо. Закроем мы их, этот интерфейс, при этом, естественно, нас продолжает работать. Закроем здесь. Теперь я вам покажу, каким образом это можно настроить, как сетевой диск тоже. И не надо использовать этот интерфейс. Смотрите, я открываю мой компьютер. Здесь я вижу два моих диска по 2 терабайта. Также у меня есть, вот эта вот сеть, где вот сеть, где мой диск. Я сделаю немножко побольше, чтобы вы видели. Видите, чтобы вы поняли, вот он мой диск, где я могу посмотреть вот мои паблики. И снова те же самые папки я вижу уже здесь, прямо на своем компьютере, не используя веб-интерфейс QNAP. Полезно? Да, несомненно полезно, очень полезно. Точно так же вы можете настроить сетевой диск и сетевой интерфейс на каждом вашем телефоне, потому что, используя Android, к примеру, телефон, который мы используем с супругой Samsung, там тоже есть, где можно посмотреть все ваши файлы. Это может быть локально, и там пошло там всякие гуглы, драйвы и так далее. Но также там есть вот такой вот сетевой диск, который вы при открытии, он попросит просто пароль, который вы знаете от вашего сетевого диска и имя вашего сетевого диска. И вы будете иметь доступ к нему, где бы вы ни находились. То есть, допустим, фотографии или что-то еще, или сделать бэкап, вам не надо сейчас снова идти в какой-нибудь облачный сервис и потом гадать, а я смогу оттуда вытащить файлы или нет. Вы файлы прямо переносите сюда, и вы знаете, что это идет к вам домой, и вы будете действительно хозяином ваших файлов. То есть удобно? Да, удобно. Как видите, такой интерфейс, я надеюсь, вас сейчас не пугает, и вы можете его настроить. Любой человек может настроить. А мы заканчиваем просмотр этого интерфейса достаточно простого и сделаем выводы по этому обзору, тому, кому нужен этот NAS и зачем
можно пользоваться. А теперь мы сделаем выводы по вот этому всему. Для кого это нужно и вообще, что это за штуковина, будем так ее называть. Выводы очень простые. Если раньше сервер или вот такая вещь подходила только продвинутым гикам, то, по моему мнению, сейчас семья, которая имеет куча гаджетов или которая дружная семья, которая хочет вместе использовать какой-то контент или даже иметь раздельные папки, как я вам показывал раньше, для бэкапа ваших телефонов, либо для того, чтобы просмотр вместе видео, для того, чтобы, как я выражаюсь, сделать Netflix у вас прямо дома, для того, чтобы то, что у вас на этом Netflix, вы могли посмотреть, даже если вы уедете там на отдых куда-то, именно подключаясь к вашему вот этому серверу. Экономическая выгода. Ну, я, если честно, больше думал не об экономической выгоде, а я больше думал о том, насколько это будет стабильно работать. Если есть интернет, все это будет стабильно работать. Приходя домой, телефон может делать бэкап сам. Подключаясь к сети, ты можешь делать сам бэкап телефону. Ты можешь скидывать свои фотографии, естественно, туда, как я вам показывал ранее. Вы можете скидывать туда музыку и потом слушать ее где угодно. Ну, если вас это устраивает. Я-то слушаю постоянно с плеера, но если я хочу, я могу послушать и отсюда, и откуда угодно. Тут у меня моя купленная музыка больше находится как в бэкапе. Вы можете даже делать некоторые совместные проекты с кем-то и давать им доступ к определенным папкам. То есть вещь, как выражаются, must have во многих местах. Если вы очень продвинуты, я вас уверяю, одним щелчком пальцем вы это настроите. Если вы это немножко меньше продвинутые, 2 раза щелчком пальцем вы все равно его настроите. Тут настолько просто, проще, чем любой телефон. Ну, а покупать его или не покупать, это уже останется решение за вами. Если у вас будут какие-то вопросы по этому, если у вас будут вопросы, как, что ставить или где и что его, еще раз, вы не поймете регулировать, пишите, пожалуйста, в личку. Не забудьте подписаться на канал. Я пытаюсь объяснить сложные вещи простым языком. С вами был Вадим и подкаст «Просто о сложном». До следующих встреч.